Здравствуйте и добро пожаловать на наш канал. В этом видео поговорим о художнике, чьи картины пугают и завораживают, а образы, созданные им, преследуют во снах. Он был мастером символизма, который превратил искусство в портал между жизнью и смертью. Как тяжелые болезни и личные трагедии повлияли на его стиль? Почему его «Остров мертвых» вдохновлял художников, писателей и даже кинематографистов? И как художник стал предшественником сюрреализма? Погружаемся в загадочный и мистический мир художника, чьи полотна до сих пор остаются одними из самых таинственных в истории искусства. Арнольд Бöcklin. Годы жизни 1827-1901. Швейцарский художник, один из основоположников символизма, которого считают автором новой эстетики в европейском искусстве. Его картины представляют собой своеобразный микс из романтизма, барокко и классицизма, сдобренный мистикой и декаденством. Они частично посвящены теме смерти и загробной жизни. Не случайно Бöcklin на своем знаменитом автопортрете 1872 года изобразил себя рядом со скелетом, играющим на скрипке, символизирующим смерть, явно давая понять, что жизнь – это суета-сует, и все мы неизбежно отойдем в мир иной. Впрочем, не всегда его творчество было столь мрачным. Там имелось немало гротеска и своеобразного юмора. Не случайно впоследствии Бöcklина стали называть одним из вдохновителей немецкого экспрессионизма и сюрреализма. Его мистические, загадочные сцены с мифологическими существами вдохновляли многих художников XIX века. Сюрреалисты, включая Сальвадора Дали и Макса Эрнста, называли Бöcklина одним из предшественников сюрреализма. Бöcklin родом из Швейцарии, но многие воспринимают его как немецкого художника, поскольку он долго жил в Германии. Однако еще искренне восхищался Италией и говорил, что хотел бы жить именно там. Академические условности были ему чужды. Возможно, поэтому к успеху пришлось идти очень долго. Однако не был Бöcklin и ярым сторонником авангарда, оставаясь верным своему стилю, который нашел множество поклонников. На его картинах вымышленные персонажи и несуществующие места очень гармонично сочетаются с реальными пейзажами, которые Бöcklin писал с восхитительным мастерством. Причем Бöcklину удавалось придать таинственную атмосферу даже самым обычным изображениям природы, без каких-либо фантастических существ. Однако, глядя на его картины, уже не приходится сомневаться, что там чудеса, там леший бродит. Бöcklin был третьим ребенком в семье швейцарского купца, который торговал шелком и часто разъезжал со своим товаром по различным ярмаркам. Иногда брал с собой и сына, и юный Арни на всю жизнь заразился тягой к путешествиям. Но больше всего он любил рисовать. И, несмотря на протесты отца, рано покинул свой дом в поисках новых знаний. Он поступил в Дюссельдорфскую художественную академию, изучал там искусство написания пейзажей, которые стали основой его живописи. В 1847 году, когда Бöcklину было всего 20 лет, как и многие молодые художники того времени, он был вспыльчивым, амбициозным и гордился своими взглядами. В это же время Бöcklin получил серьезное ранение в дуэли. Точные обстоятельства дуэли неизвестны, но считается, что конфликт возник между ним и другим студентом. Причиной мог быть как личный спор, так и вопросы чести. Дуэли в то время были распространены среди студентов. Дуэль проходила на шпагах, и Бöcklin получил серьезное ранение. По одной из версий в грудь, что привело к проблемам с дыханием. Ранение оставило след на его здоровье. Он страдал от слабости и болезней легких.
что позже усугубилось туберкулезом. Возможно, именно после этих событий художник стал сильнее тяготеть к темам смерти, загробного мира и мистики, которые стали ключевыми в его творчестве. Бёклин большое значение придавал различным световым эффектам, в которых был настоящим мастером. Это позволяло придать должное настроение его пейзажам, настроить на возвышенно-таинственный лад. Потом была учеба в Женеве и Париже, окончательно определившая его творческий стиль. Он восхищался романтизмом Делакруа, реалистическими пейзажами художников барбизонской школы, маньеризмом и барокко Рубенса. Также на формирование мировоззрения Бёклина большое влияние оказала поездка в Париж во время февральской революции 1848 года. Увиденное там потрясло молодого художника. Оказалось, что смерть как никогда близко стоит за каждым человеком, особенно в период социальных потрясений или эпидемий. Он вернулся в родной Базель, но вскоре почувствовал, что ему там невыносимо скучно в творческом плане. Поэтому поехал в Рим прикоснуться к итальянскому искусству. Гуляя по Риму, рассматривая древние фрески и принимая участие в раскопках, Бёклин в очередной раз изменил свой творческий стиль. Его картины стали более яркими, заиграли новыми южными красками, а изображенные на них похотливые кентавры и игривые нимфы казались удивительно реальными, словно бы написаны с натуры. Бёклин все чаще стал писать аллегории на тему разности между мужским и женским началом. Женское, по его мнению, удивительно светлое, гармоничное олицетворяет созидание, а мужское же лишь неприкрытое желание, похоть и стремление к разрушению. Однако критикам подобные картины не нравились, а зрители считали их излишне вульгарными. В безвестности, не находя должного признания, Бёклин прожил большую часть жизни. Но с 1880-х годов все изменилось. Новые представления об искусстве оказались на руку художнику. Бывшие раньше на коне академисты оказались повержены, а презираемые прежде импрессионисты и прочие новаторы заняли их место. Его работы отличались мрачной потусторонней атмосферой, и некоторые зрители признавались, что картины Бёклина вызывали у них тревогу и даже кошмары. Особенно сильную реакцию вызывал «Остров мертвых», который многие называли «картина-загадка». Эта картина существовала в 5 вариантах, написанных между 1880 и 1886 годами. Каждый раз художник вносил небольшие изменения в композицию. Один из вариантов находился в коллекции Адольфа Гитлера, который был большим поклонником Бёклина. Бёклин женился на итальянке Анжеле Розини Паскуччи, которая вдохновила его на многие работы. Именно ее образ можно увидеть в ряде его картин, включая «Виллу у моря» и «Игра волн». Она стала его музой и поддерживала его в творческих поисках. Бёклин сполна воспользовался своим успехом, купил виллу в Италии, провел персональную выставку у себя на родине. Арнольд Бёклин не просто художник, а визионер, создавший мир, где граница между реальностью и фантазией почти стерта. Дуэль не только едва не стоила ему жизни, но и, вероятно, изменила его взгляд на мир. Все, что он хотел, сбылось, а смерть, которую он изобразил на автопортрете, заглянула за ним лишь на 74-м году его жизни.
Спасибо, что досмотрели видео до конца. Лайк и комментарий – отличная поддержка автору и каналу.